Всем привет! У нашей модели длинные кудрявые волосы. Мы будем стричь креативную стрижку в технике звезда. Это стрижка не сведенных зон. Это достаточно быстрая 5-минутная стрижка. И у нас с вами, естественно, мы сначала помыли с вами волосы нашей модели. У модели желание не укорачивать длину, но создать объем. Разделение идет в технике звезда, то есть если вы посмотрите, как разделено, то есть разделено большими треугольниками. Вся топ-зона разделена, боковые, височные, затылочная часть, она по центру, как правило, затылочная разделена треугольниками. И все подтягивается на топ-зону, закалывается и стрижется блоками. Начинается сначала прорабатываться нижняя часть. Что такое техника звезда? Это лучи. Типа лисьего хвоста? Вот мы с вами проверяем длину, просто освежаем кончики, потому что, естественно, у девушки желание Острая. оставить длину. Нет, ну когда мы стягиваем, ты там стягиваешь, да? Нет, просто там передняя линия. На самом деле, вот эта вот техника, она не обязательно должна стричься на полукруглую. Да, на длинный волос тоже совершенно не обязательно. Но мы можем сделать каре с техникой звезда, то есть понимаете? Ну, то есть мы на любую форму. На любую, да. Я вам показываю просто, как мы можем вообще делать. Придумывать может вообще все, что угодно. Просто включайте, хорошо? Думайте, чего хотите, какой эффект. Ну, так все техники вот вы применяете у себя там на работе? Некоторые классику носят. Не могу применить тогда все. Достаточно вот эти разноуровневые стрижки не все любят носить. Все же зависит от того, как еще они укладываются. Согласна? Обязательно с вами простричь, когда мы простригаем первую часть, первую зону, мы обязательно контрольные пряди проверяем. Берете слева-справа, натягиваете, волосы не забывайте кудрявые, они потом в длине подпрыгивают, поэтому вы обязательно дорабатываете и проверяете на одном и том же уровне каждую зону. Ничего нельзя, меняемся. Забудешь? Так, смотрите, значит, следующее. Что здесь, в чем фенечка? Ты чувствуешь, да? Там перед зеркалом смотришь. У меня, видите, лучи. Я выделяю по лучу. Выключи, пожалуйста, меня отсвечивает. Что-то мне в глаза бьет. Видите, вы выделила луч. Это тоже дает мне дополнительный объем. По лучу. Видите? Натянула. Определяйте себе здесь длину. Я хочу, видите, легкую градуировочку, да? Натяжение пряди у нас перпендикулярно полу, срез параллельно полу. Так. Следующий лучик беру. Как видите, я выделяю от угла до угла. У нас с вами получается такой равномерный треугольник. Простриженная прядь у нас была как контрольная прядь. На ее длине, по ее уровню, срезаем второй, третий и четвертый треугольники, то есть называемые лучи. Вот видите, еще раз отделение. И подтягиваю я контрольную прядь. Контрольная прядь у нас, естественно, переходящая, чтобы удобно вам было натягивать, потому что срезается у нас все параллельно полу. Уже не дотягивается, но мы все зоны проходим именно так. Видите? Каскадик, да, лучевой какой-то. Совершенно верно, да. Такой маленький каскадик. Ага. Это достаточно быстро. Легкий, да? Сейчас появится. Вот эти простриженные лучи, как я их называю, они именно выталкивают волос изнутри, то есть создают дополнительный объем. Обязательно проверьте длину простриженных лучей. Понятно.
Смотрите, теперь вся составная фенечка. Значит, мы дальше делаем нашу челку. Что мы делаем с челкой синяя, скажите? У нее, видите, она косая. Тебя длина устраивает челка? Да. Тебе чуть-чуть надо Да. освежить. Больше она меня устраивает. Вообще мы ей освежили, да? Освежали, конечно. Челку мы с вами скручиваем. Если у вас клиент носит челку ровную, вы скручиваете по центру ее, то есть по носу. Если у вас она носит косую челку, то, естественно, вы скручиваете ее в короткой стороне. И, соответственно, отрезаете ту длину, на которую вы с клиентом договорились или вы как считаете нужным. Напоминаю, зоны в стрижке у нас не сведенные, поэтому мы не сводим эти зоны, стрижем дальше. Да? Совершенно верно. Жгутиком. Да, совершенно верно. Сейчас? Да. Сейчас терпи, потому что у тебя волосы кудрявые. Не придется тебе натянуть это все. Очень толстый жгутик у нас, волос немерено. Волосы у моей клиентки очень густые, кудрявые, поэтому причесать очень сложно. Но вы должны идеально отчесать всю топ-зону перпендикулярно полу. Отчесать. У вас должен быть этот отчес ровно располагаться по центру головы, не без всяких смещений, ни налево, ни направо, никуда. Четко по центру. Вы отчесываете и скручиваете плотный жгут. Просто мы же намочили просто. Ну, теперь уже позднее. Уже все подстригли. Да. Так. Натянули. Скрутила я в жгут. Скручиваем мы с вами по центру. Видите? Ну что? Центр? Погнали. Эти стрижки вы можете выполнять также на прямых волосах. А на прямых волосах эта стрижка будет более рельефна, лучи будут более подчеркнуты, они будут видны. Очень красивый эффект. На кудрявых волосах доработку мы не делаем, имеется в виду, не делаем филировку. А дорабатывать, естественно, вы можете, чтобы проверить себя, чтобы у вас все-таки стрижка была идеальна. Но на прямых волосах я рекомендую выполнить филировку для того, чтобы смягчить вот эти переходы, которые у вас получатся с лучиками. Дальше мы с вами нашу стрижку укладываем либо в локоны, либо диффузором, либо вытягиваем, как вам нравится. Здорово. Значит, в итоге, потому что филировать мы ее не будем. Когда мы ее вытянем, у нее вот эти лучики, они вот так будут длинненькие. Понимаете? Да? То есть там у нас с вами коротенький, помните? А лучик будет подлиннее. И у нее на прямых волосах вот такие вот лучики останутся. Понимаете? То есть разница в чем? То есть очень простая стрижка и смотрится прям очень объемненько и красиво, потому что это у нас каскадик. Давай диффузором ее посушим, чтобы это было.